Хой, союзники, на связи летсплейгеймер и Шташ. Ну или Shadowboss, так Хироита, а также случайные зрители, вам тоже привет. И у нас сегодня с вами прекрасная игрушка Sonic the Hedgehog Remake. Ей это демка, ей всего год, так что да. И я никаким образом не связан с Соником Экзе. То, что у меня красные глаза, еще ничего не значит. Да и вообще я не фури вроде. Честно, я самый добрый наемник, да, самый добрый наемник. Че, испугались, что ли? Ладно. И снова холмы. Последний раз я тут был еще во время нашего последнего приключения. Интересно, зачем Соник позвал меня сюда? Что ж, с моей фирменной озвучкой погнали. Да. Игра шикарная, ну, пока что демка. Что-то там меня сюда веселят. Мне очень нравится вот эта вот тема, что можно с помощью икса быстро опускаться за Теузы. Такое было в оригинальной игры, знаете. Короче, очень-очень круто. Мне прям вкатывает эта тема. Так что автор молодец. Да, естественно, двигло. Двигло у нас адекватное. Не то старье, которое было до 2015 года. Вот. И до 2016 впервые за Spirits of Hell появилась адекватная физика из оригинальных игр Соника, а до этого все в стенах застревали. Да. Ну и, короче, такая вот тема. Игра, сложноватая, покажу вам на каких моментах, и я даже запутался. Вау, никогда не видел эту пещеру раньше. Надо будет использовать это место для хранения запасов и заначек. Ну что ж. Замечательно. Да. Новым зрителям привет, остальным соболезную. И ремикс крутой, кстати. Благо все эти треки есть. На странице GameJolt. Вот. О, Флик. Ох, привет, Арти. Рад видеть тебя. Ты не видел Соника здесь? А чего ты молчишь, Арти? Арти, что с тобой случилось? Кто это сделал? Да. Единственный минус в этой игре то, что тут... Эти животные, мои друзья. Что за монстр сделал это с ними? Даже Экман бы не... стал бы убивать их так жестоко. Вообще-то, Эгман убивал так жестоко. В катакомбах Сэндополиса Sonic 3 Knuckles, короче. Там животные из капсулы вылетали, в итоге это были призраки. О боже! Короче, типа того, вы поняли, мертвые животные, да? Которых Эгман не успел превратить в роботов, а Соник спасти. Вот как-то так. Так что смерти были и в оригинальных играх. И в адвенчурах вроде тоже. Надо предупредить всех. Маньяк разгуливает на свободе. Теус, убийца бродит неподалеку. Он убил всех животных здесь. Он почти смог добраться до меня, но я смог спастись. Однако он скрылся. Нам нужно найти его. Может, нам следует позвать помощь? Нет, я не хочу вплетать других в это. Он убил слишком много моих лесных друзей. Я не дам этому извергу уйти. Но он опасен. Хватит, у нас нет на это времени, Теус. Он уходит. Мы справимся вдвоем. Мы отличная команда. Но Соник... Просто иди за мной. Спиндеш. Короче, многое трение в эту игру. Вы заметили, да, как долго не выходили эти ролики? Но тупо из-за одного момента в этой игре. И вы поймете, какого. Он будет в этой серии. Кстати, тут я до хера приколов из-за этого нашел, из-за того, что трения много. Вот, смотрите, какой прикол. Если тут спиндешить, то Соник долго за жопу нас не может схватить. As we can. Enjoy Island Zone. Остров Ангела? Как я здесь оказался? И второй прикол. Буду вам все приколы показывать. Да, если на паузу тыкать, запомните, где пальмы. И как высоко я взлетел, нет. Теус уже устал. Знаете почему? Потому что игра какого-то хера, во-первых, тут есть пауза, с помощью которой можно скипать начальную заставку, Sega и так далее. Вот, мне это очень помогло в свое время, когда я тренил эту игру. И да. В этой игре пауза какого-то хрена запоминает полет. Статус полета Теуза. То есть он устает даже во время паузы. Вот это да. Прям как вы на диване. Да. Взрывчатка, что она тут делает? Прощай, убийца. Хорош, спиндеш.
Надеюсь, клавиатуру сильно не слышно. Ах, да, насчет клавиатуры. Я сменил управление. Как и во всех адекватных играх. Ауч, это джунгли горят. Это был Соник? Адекватное управление, короче, сделал. Вот. Ай, не показал вам прикол. Ладно, потом расскажу. Кстати, все трясется, я не знаю, это нормально или нет. Видите, спрайты трясутся, как в PS1 играх, короче. Ты еще жив? Отстой. Соник, что ты такое говоришь? Ты хотел взорвать меня? Я не собираюсь оставлять живых того, кто убил всех зверей в округе. Что, Соник, ты чего? Я лишь хотел помочь. Прошу, Соник, давай вернемся к торнадо и расскажем остальным убийце. Убийца молит о пощаде. Ты жалок, прими свою смерть с достоинством. Я не убийца. Время до твоей последней игры. Тут. Охеренная локация, кстати. Сразу 6-го где-то ее андрейнил. Несложная. Да, потому что тут чисто на скиллочах. А вот следующая локация, которую я прозвал Run and Suck, понятно почему, да? Hide and Seek 2, короче, который серый. Там жопа полная, там тупо столько нюансов, то есть... А, да, тут жизнь, кстати. Этого я вам вот прикол хотел показать. Типа, бежишь на смерть, там сбоку бомба, а тут вот такое есть. Это я случайно нашел. Первый раз, когда я не знал маршрут, я туда побежал. Вот. Да. Короче, там вот где Теус приземлился, да, и там сверхсоник стоял. Там прикол такой был, что можно было спокойно взять и за Теуза залететь чуть повыше, и в итоге Теус бы коснулся о стенку невидимую и полетел бы вниз. Но его хвост отдельный объект, да, он бы ему бы за затылок зашел. И было бы смешно, да. Как я это тоже нашел, даже не спрашивайте. Короче, как и во всех адекватных играх, да, я меняю управление, как во всех адекватных играх. Вот. Кейт Вик все перепробовал, как я в других играх делал. Впервые такие проблемы. Всегда спокойно все меняется в других играх, но тут какого-то хера нет. И в итоге тут сработала только программа AutoHotkey. Можете пользоваться, вот скрипт, который я написал, и он работает. Кстати, тут можно увернуться от бомбы, если вовремя прыгнуть. Вот in Run and Suck. Ужасная локация, просто ужасная. Попыток 70 точно ушло. Попыток 20 ушло, прежде чем я понял, что шум издается только от пружин. Почему-то от спиндэша не издается. От пружин и этого. От кустов. Все. И то, что тут есть два вида Соника. Первый ходит заранее по определенному времени, второй тот, что спавнится от кустов. И это я долго не мог понять. Просто прилетаешь, и в итоге ни хера, типа, Соник спавнится в любой момент. И в итоге я не понимал, что делать. Так вот, игру можно обмануть. Можно не бегать от Соника. Можно просто взять. Во-первых, с помощью паузы тут можно убирать вот эту вот херню вокруг на секунду. Вот. Всю эту тьму. А во-вторых, можно агрить Соника и тупо бежать ждать возле кольца. Тем самым мы проходим раньше это место, чем задумал автор. 4 кольца, отлично. Тут мы летим. Вот. Заранее. Тут автор не думал, видимо, что мы тут окажемся. Из-за этого второй Соник, который там ходит, он не заспавнится, и нам не придется терять лишние 2 минуты и ждать его. Вот. То есть я все еще должен быть на той локации. Кольцо появляется, оказывается, ну, по моим там исследованиям, только тогда, когда... Так, 2 кольца. Вот тут должен ходить Соник, а его тут нет. И мне ждать не приходится. Знаете почему? А все просто. Потому что я сюда прибыл раньше, чем я должен тут быть. Автор это, видимо, не просчитал. Ну, я могу двигаться, кстати. Ведь Соник такой тупой. Но я не могу смотреть вверх. Это минус. Зачем тут эта функция тогда есть, непонятно. Короче, да. Автор нам везде X. Внизу пишет, что на X можно летать, а в итоге ни хера. Да. А то, что тут 2 вида Соника, о которых я бился и не понимал, что делать, он не написал. Ну просто реально, ты играешь, сюда заходишь впервые. Играешь, раз Соник на тебя агрится, ты ничего не делал. Я изначально думал, что это из-за спиндэша или из-за чего-то. Но нет, благо есть фехнозак, которым я написал, который проходил это. Вот. Но у меня другая тактика. Он, ну и как другие все, тоже многие. Вот летсплей посмотрел, мало ли у кого какие. Другие способы. Все ждут Соника, а я тупо агрю его и нормально. Ой. Ну ладно, посижу, пока поговорим тут. Вот. Просто позови своего друга, Теус. Меня. Такие вот дела. Что ж, надеюсь, больше таких мест в игре не будет. Ужасное место, просто ни на скиллочах, ничего, видите, нужно все заранее знать. И нигде это не объясняется. Так вот, если меню управления, она адекватная. Как в оригинальных играх было, в моем детстве, да?
Управление правой рукой, ну, то есть на крестовине персонажем, а левой рукой ты прыгаешь и так далее. Во всех же этих играх тут пресет какой-то стоит, который разработчики не меняют. В итоге мне пришлось менять клавиши на адекватные. Я управляю VSD персонажем, а кнопочки нам 5, нам 4 отвечают за прыжок и спиндеш. Ну, вы поняли. Вот. Потому что играть с управлением по-другому, но это извращенство. Это уже зумеры, которые начинали там в Doom 2000-х играть, да? Там такое управление было дерьмовое, что ты передвигался на стрелочке. А это уже их проблемы. Просто в моем детстве такого дерьма не было. Тут 2 раза мы скипаем кольцо. А это вроде рандом, кстати. Тут 2 кольца должно быть, перелетаем. У меня такая тактика. Я раньше тут прохожу, получается, на 2-3 минуты, чем остальные на ютубе. Потому что я тупо загрел Соника в начале. Во второй раз я заранее перелетел. Вот. В итоге где-то минуты 3 я сэкономлю. Сейчас 2 кольца он схватит. Да, я просто не уверен был. Тут кольца иногда рандомно спавнятся, кстати. Иногда они летают дальше, иногда не дальше. Наверное, это баг. Где ты, Теус? И я хотел поругаться на level дизайн. Весь дизайн в квадратах, да? Тут нет склонов, как в оригинальной игре, аккуратных, по которым можно вот так ездить и так далее. Локации выглядят не как оригинальная игра. Локации выглядят... Все локации тут выглядят квадратными такими. Как Scrap Brain Zone из Sonic 1. То есть вот эти квадраты, ты по ним летаешь. Нельзя, типа, там, на спиральках покататься и так далее. Локации, короче, выглядят не оригинально, это надо фиксить. Вот. И также пробоины в локациях я вам показывал. На первой локации, не знаю, заметили, нет. Ну и все, мы спаслись, кстати. Там были линии такие, больше я нигде их не заметил. Замечательная локация вот эта вот, чисто на скиллочах. И вот мой скилл, да. Но тут застреваете в текстурах. Тут стыки текстур. Короче, нужно фиксить стыки текстур. Но это первая версия вроде как демки, так что похер. Пофиксит автор, я уверен. Scrap Brain Zone. Она же Clockwork Zone, она же Clockwork Zone. Вы знаете, да, кто играл, кто настоящий фанат Соника, кто играл в прототипы первого Соника, знают прекрасно, как эта локация выглядела, как эта локация называлась в бета-версии. Ну, она же прототип, да? Объясняю тем, кто не знает. Вот так вот она и выглядела, черт возьми. Задник там растянут был, просто тайл один. И она называлась Clockwork Zone на экране загрузки. Но при этом в Level Select она называлась Clockwork Zone. То есть вы понимаете, да? А так она Scrap Brain Zone в оригинальной игре. Финальная версия уже, да? Вот. Прототип был у меня кто заказал, я прошел. Он весь в дырах, правда, там, ну да ладно. Смешно же. Да. Чё мне тут задамашиться может? Раз. Не удивляйтесь, новые зрители, вот этим моим способом, да, садомазохизма вот этого. Я специально так делаю, потому что у меня задача, вообще по секрету, я всегда вот так вот время как бы скорачиваю, ищу самые быстрые пути прохождения. Просто потому что рендерить так быстрее и монтировать меньше. Из-за этого я так делаю. Вот, так что, скорее всего, я пройду эту локацию, вот эту вот первую часть, да, первый круг, быстрее всех остальных. Но это было не запланировано. Прям как я. Ой. Ладно, ладно. Ну вот, мы отключили, короче. Вот тут нет больше синего огня статичного. Сейчас я облажаюсь еще, ржу тут. Короче, 2 кнопки, переключатель. Тут вот желтое кольцо будет, если там дальше пролететь. Че, показывать, не показывать? Хотя ну нахер рисковать, да? Ну, короче, там вот желтое кольцо, все. Сейчас я другие кольца подберу. Тут, в принципе, не так уж и опасно. Раз, два. Нет, тут нет этих пшиковок. Вот. Я, кстати, не помню, в Sonic 1 не было, да, вот этих? Или бы... Нет, были, точно были. Огни эти из труб. Либо же эта игра мне так исказила сознание. Короче, летим обратно почти в самое начало левела. Уровня, да, и смотрим. Ну, тут ошибочка вышла координатная, но ничего. Да. Короче, ребят, вы, те, кто фанаты Sonic XZ, да, кто сюда понабежали, пожалуйста, скажите мне, может даже сам Викнузак, если ты меня смотришь. Естественно, ты меня смотришь, дружище. Вот. Если вы знаете, пожалуйста, скажите. Вот, знаете, да, Sonic XZ Nightmare Begin, потом The Spirits of Hell. А до этого была в 2011 году игра оригинальная Sonic XZ, ну, где спастись нельзя было. Вот, их там несколько версий было. Но после нее, между этой игрой, оригинальной Sonic XZ, ну, оригиналом это сложно назвать, но все же, Sega как бы шутит насчет этого сами. То есть они не против, в отличие от Nintendo. Вот. Они шутят насчет этого, и
Вот. Оригинальная была Sonic XZ, да, 2011 года. И в 2013-2014 вышла Nightmare Beginning. И вот между этими двумя играми, через годик, то есть в 2012 году, выходила одна интересная Sonic XZ игра. Первая игра, ее тогда то ли Куплинов снимал, то ли Декарт, да, еще молодой, побритый. Вот. Таким я его запомнил. Вот. Он снимал, вроде он снимал, Sonic XZ игру. Первая Sonic XZ игра, где можно было спастись еще до Nightmare Beginning. Найдите мне ее, пожалуйста. Я помню, там 2 уровня всего лишь. За Наклза, где баунсы были, нужно было от Соника убегать с помощью баунсов. Не знаю, как это на русском, извините, да? Хоть мой русский изучаемый, но хорошо изучил я его. Но все же половину слов я забыл. Отпрыгиватели, короче. Из Spring Gear Zone, из оригинальной Sonic 1. По этим, короче, баунсам прыгал Наклз. И Наклз убегал от Соника. И второй уровень был... За Тейлза не помню. Третий, получается, уровень был... Кстати, тут колечки и эта кнопка. Третий уровень был за Эгмана. Ты там убегал, перепрыгивал препятствия, да, в этой шахматной этой херне. Вот, локации. Ты там перепрыгивал препятствия, там сзади тебя стена с шипами двигалась, а потом ты с Соником сражался, Соником XZ, естественно, на своем Эгмобиле, лазером стрелял у него. Вроде лазером. Что это за игра была? До сих пор найти не могу. Она год 2012, наверное. Это еще до Nightmare Beginning. Она была создана. Первая Sonic XZ игра, где можно было спастись. Кстати, я спас. Короче, вот так. Не знаю, поможете мне найти его. Не поможете. Не могу найти и все. Найди пустоту. Относится к моей игре, которую я не помню. Я что, я выдумал, что ли? Не могу найти нигде. Ни в старых записях Декарта. Ничего. Да. Так что, ладно. Буду благодарен, кто поможет. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ждите новых серий.